Как проявляется депрессия? Смотрите, есть депрессия клиническая. Это депрессия, которую видно невооруженным взглядом, что с человеком что-то не так. Ну, например, он сидит и 3 часа смотрит в одну точку, да, ну, заторможен абсолютно. Он совершает попытки суицида, он сутками не встает с постели, ничего не ест, он не может спать и так далее. То есть, ну, невозможно не заметить, что с человеком что-то не так. Это клиническая депрессия, и ее нужно лечить у психиатра прежде всего, то есть медикаментозно. Здесь в этом видео я расскажу о другом виде депрессии, это скорее такие депрессивные глубокие проявления внутри человека, которые могут быть вполне себе устранены психотерапевтическими методами, то есть не медикаментозными, да, работой с психологом, с психотерапевтом. И часто, вот я расскажу такие симптомы, которые не описаны там в книжках и так далее, да, они часто людьми могут вообще не связываться с депрессивным состоянием, а связываться с внешними какими-то обстоятельствами. Но на самом деле это симптомы депрессии. Да, симптомы вот таких вот депрессивных очагов внутри. И еще раз, с ними вполне себе успешно можно работать и очень существенно повышать качество своей жизни. Значит, первый симптом – это беспорядок, неряшливость, неаккуратность. Да? Когда человек перестает ухаживать за собой и за теми пространствами, в которых он живет, да, его дом, офис и так далее, у него как будто бы снижается уровень терпимости к беспорядку, к тому, что здесь грязно или что, например, ну, что-то там старое, одежда какая-то старая и так далее. Он как будто бы, ну, вот, перестает это замечать. Поэтому, если вы видите, например, у своего клиента или у своих близких, что вот у человека это планка снижается, это вполне себе указатель на то, что внутри начинается вот такой вот процесс, ну, есть очаги депрессивные, да, скажем так. Вот, ну, например, человек перестает мыть голову, там, девушки перестают краситься, одежда старая или какая-то мятая, еще что-то, да, ну, вот, в общем, неряшливость, беспорядок, да. И очень часто, когда люди приходят к психологу, работают с этим, у них такой внешне, ну, внутри начинается упорядочивание, да, и внешне начинается такой тоже процесс того, что хочется все отмыть, все отгладить, все по полочкам разложить, то есть такое упорядочивание происходит. Вот. Или если вы у себя заметили, да, что вам как-то меньше, ну, у вас больше там, бардак дома, грязно, еще что-то, и как-то вы к этому более терпимы стали, то тоже это может быть симптомом. Конечно, есть противоположный полюс, это обсессивно-компульсивные вот эти вещи, когда люди протирают спиртом ручки двери и так далее, ну, это отдельная история, да, мы ее здесь не берем. Но в целом, еще раз, когда человек живет в чистых, упорядоченных пространствах, и сам он чистый и упорядоченный достаточно, это свидетельство психического здоровья. Если это меняется, это может быть сигналом про то, что что-то внутри тоже приходит в такое вот загрязнение и разрушение. Это первый симптом. Следующий симптом – это ощущение человеком себя бедным и нищим. Даже, знаете, не сколько бедным, нищим. При этом у него реально могут быть деньги. У меня были клиенты, у которых были миллионы долларов, да, активов, ну, десятки миллионов, ну, реально обеспеченные люди, но когда наступала вот эта депрессивная полоса, они ощущали себя нищими, они ощущали, что им не хватает, и вот-вот это все закончится, вот-вот эти деньги куда-то там, не знаю, что-то с ними случится и так далее. То есть это либо ощущение, что я уже нищий, либо ощущение, что я вот-вот стану нищим, да, вот это вот. Ну, и это такая тревога, которая преследует, да, вот ощущение нехватки ресурса, ощущение, что вот-вот-вот и закончится, да. Одна моя клиентка, она говорила, что я себя ощущаю таким, ну, компьютером, у которого зарядка там уже осталась 2%, и вот он еще работает, но вот-вот все, вот-вот-вот он, ну, уже батарея закончится, все, и ничего работать не будет. И еще раз, очень часто вот эту нехватку, ощущение нехватки, ощущение того, что ресурс
уже почти исчерпан или ресурса уже нет, это связывается с деньгами. Поэтому я и говорю об ощущении нищеты, бедности. Да? Поэтому вот если у вас это появляется или у ваших знакомых, друзей, клиентов, во-первых, свяжите это с реальностью, так ли это, да? Вот, действительно ли, ну, это вот все плохо и вот-вот-вот все уже рухнет, или это скорее такое восприятие. При депрессии оно очень часто бывает. Соответственно, и дальше оно может влиять на то, как человек принимает решения. Например, если вот в бизнесе, да, у руководителя начинается вот такое вот ощущение, да, понятно, что он будет вести свой бизнес так, чтобы все сохранить, и он не сможет его развивать. Или наоборот, он в такое замирание войдет и не сможет нормально контролировать и будет больше терять денег. То есть так или иначе вот это внутреннее состояние, оно будет вести к тому, что реально деньги будут теряться. Вот такая опасная штука. Соответственно, если вы это прорабатываете, внутри уходит это ощущение нехватки, нищеты, бедности, то и внешне, да, больше денег в жизни появляется, больше ресурсов любых, да, не только денежных. Следующий симптом, который часто бывает при депрессии, это невозможность получать удовольствие. То есть вот не радует, знаете, как в анекдоте, что там все это, а не радует. Вот это вот не радует очень часто, да, связано с депрессивным состоянием внутри. Вот, поэтому, ну и, в общем-то, лечение депрессии это тоже про возвращение себе удовольствий в жизни. Поэтому, ну, такие легкие формы, они и лечатся тем, что ну, как бы, человек сознательно думает о том, что мне дает удовольствие, от чего я получаю удовольствие, как мне получить удовольствие и так далее. То есть удовольствие, наслаждение – это антидепрессия. Вот. И здесь, конечно, много про тело, потому что наслаждение связано с телом. Да, это еда, это секс, это какие-то, ну, вот, активность телесная, да, массажи и прочее, да, вот они дают наслаждение, то есть первичное наслаждение связано с телом. Вот, и это тоже помогает хорошо справиться с депрессивными проявлениями. Еще часто клиенты, у которых есть депрессивные переживания, они описывают о том, что они ощущают сильную пустоту внутри, такое вот замершее состояние, как будто бы ничего не происходит, да, как будто бы мир вот такой вот замерший, да, и это тоже, конечно же, да, про депрессию. При этом в реальности жизнь таких людей может быть очень насыщенной, да, очень много всего может происходить, но внутри их как будто бы это не трогает, вот внутри они такие вот замершие, да, и поэтому и мир вовне, он переживается вот таким вот замершим, да, как будто бы ничего не происходит, как будто бы, ну вот, ничего не трогает, да, ничего не меняется, вот такая вот пустота и остановка переживается. Есть хорошая метафора этого состояния в фильме «Интерстеллар», когда герои подлетают уже вот этой черной дыре, да, кто-то говорит такую фразу, что ну, на планетах, которые рядом с этой черной дырой, нет жизни. Почему? Потому что на них, на эти планеты, ну, жизнь возникает тогда, когда на планету что-то может влиять внешне, тогда возникает взаимодействие, возникает жизнь. А если планета находится на орбите черной дыры, на нее ничего не может повлиять, потому что черная дыра всасывает в себя все, что могло бы как-то повзаимодействовать с этой планетой, а значит родить на ней жизнь. Да? И вот внутри депрессивного переживания такой же принцип работает, да? Что человек чувствует себя вот как в этой черной дыре, и эта черная дыра, да, засасывает все, что могло бы повлиять на человека. Ну, я имею в виду, засасывает в его воображение, туда все проваливается. В реальности, да, есть люди, есть какие-то события в жизни, все, но в его
воображении, в его психике, в его представлении это все проваливается, и он ощущает вот эту пустоту. Вот. Ну, опять же, здесь не знаю, насколько это понятно, если вы это переживали, вы поймете это, ну, вот, это очень узнаваемое состояние, его сложно описать словами, но если вы это проходили, у вас это внутри, ну, откликнется, да, если не проходили, может быть, не очень понятно. Но, опять же, вот если ваши клиенты будут примерно об этом говорить, имейте в виду, что это вот такая, ну, классическая тоже симптоматика депрессии. И последний момент – это то, что мир вокруг начинает видеться таким, знаете, грязным, бедным, потрепанным, каким-то, в общем, вокруг видится неблагополучие. Есть хороший такой пример, я когда-то читала психологический разбор Анны Карениной, и там вот автор очень интересно написал о том, что вот когда в первых страницах книги Анна только приезжает, вот поезд останавливается, она выходит и видит, видит вот этого человека, служащего станции, он такой там описывается, он такой грязный, бедный, там весь это, и потом он попадает под поезд и погибает, да, и вот психолог, который делал разбор, он говорит, что это вот первая сцена, она показывала то, что происходит в сознании у Анны, она увидела именно это, а значит, эквивалент этого уже был внутри, то есть вот это как бы зерно будущей ее депрессии уже было, и поэтому она видела это вовне. Да? В этот момент на этом же вокзале, на этом же перроне происходили миллионы разных вещей, но вот сознание Анны, оно зафиксировало именно это. И всегда то, что мы фиксируем внешне, это значит, что аналог есть у нас внутри. Поэтому обращайте внимание на то, о чем говорят ваши клиенты или ваши родные, да? Сколько в их рассказах чего-то светлого, хорошего, а сколько какого-то темного, неблагополучного, грязного, нищего и так далее. Ну, например, это какие-то бытовые ежедневные истории, да? К вам клиент может прийти на сессию и как-то, да, сказать предысторию, что вот я к вам ехал на сессию, вы знаете, смотрю, деревья такие зеленые, красивые, как это красивая улица, которой я еду и так далее. Да? И мы понимаем, что в психике вот происходят такие процессы, да? Цветения, роста, то есть хорошие процессы, позитивные. А может клиент, например, заходя вам в кабинет, ну просто, да, пока там все сели, сессия началась, все равно какой-то разговор идет, и клиент может сказать про то, боже, вы знаете, вообще припарковаться невозможно, я там 20 минут искала место парковки, это вообще в этом городе невозможно припарковаться, да? То есть о чем человек говорит? О нехватке, да? Или там, например, вот еду, а водители все ругаются, сигналят друг другу, там посылают друг друга, да? То есть вот такую часть реальности зеркалит психика, значит, опять же, эти эпизоды, эти переживания внутри психики есть. И для нас это тоже информация про то, ну, насколько есть депрессивные элементы внутри. Вот. Ну и чем больше таких вот историй, еще раз, про недостаточность, про грязь, про неблагополучие, про нищету. Вот человек может так себя не ощущать, но он видит это вовне, да, что вот они нищие, вот пенсионеры нищие, а те нищие, а те это тоже про человека, да, это тоже про элементы внутри депрессии, да, они еще дальше от сознания, потому что если мы видим это вовне, это еще не связано с нашим сознанием, но это есть, и вопрос времени, как вот у Анны Карениной, когда это произойдет уже с нами, вот. Вот такие основные моменты. Если вы еще раз узнали у себя, у своих клиентов, то понимаете, что это не внешняя реальность такая, да, а внутри в сознании есть некие такие вот депрессивные дырочки, с которыми можно вполне себе работать, их внутренне исцелять и при этом получать развитие, получать энергию, получать другое качество жизни.